Загорелась красная? Да. И на меня ровно держи. Чуть-чуть ниже. Ага. Всем привет, друзья! Сегодня вышли мы на вечерку. Взял с собой дочь. Надо, я так думаю, надо приучать, показывать, что это такое. Вот. Были две охоты, но, к сожалению, у меня флешка сдохла. Восстановить мы восстановили кадры, но она как-то закодирована. Не знаю, посмотрим. Если получится восстановить, то я видео залью, как говорится. В инстаграме пацан или мужик, я не знаю, вопрос, ну вообще много вопросов задавали по поводу манка, как я маню ворону утиным манком. Вот, ребята, утиный манок — это манком манить ворону. Сима, и вот зараза, а. Ну сними ее, покажи, что она делает. Ниже отпусти, ниже. Вот так. Так? Да, во. Вот. И теперь меня снимай. Короче, друзья, вот поближе подойди. Да, сядь. Вот так. Подальше, чуть подальше. Подальше. Повыше чуть-чуть. Да, вот так. Чуть-чуть пониже. Вот так. Манок простой утиный. Ну вот. Простой утиный манок. Если манком умеете обращаться, чуть подальше сделай. Если умеете манком не на меня, вот София, вот так вот, вот. Считай, вот этим на меня смотрел. Если утиным манком умеете обращаться, то есть манить утку, да, это как у нас диафрагмой, да, мы всегда маним. Вот так же. А теперь ворона также диафрагмы, то есть мы как делаем? А ворону мы делаем кр. Вот диафрагмой только кр делаем. Кар типа. Вот. Ну, кар не получается ртом, а диафрагмой вот добавляем. Ну, всегда же маним мы диафрагмой, да, то есть выдыхаем воздух диафрагмой. Я надеюсь, это знает каждый охотник. А добавляем просто звуки. Это у нас утка, да? Типа того. Манки разные. У меня получается на разных манках манить ворону. А просто ворона — это самое простое. На меня смотри. Да. Очень просто. Манок простой, двухязычковый, утиный. Вот. По патронам. Заряжаю сам. Разные патроны, это бэушные в использовании, да. Контейнерные, семерка, лью сам, дробь. Видите по всем видео, наверное, моим на канале есть, как я лью дробь. Заряжаю, у меня сейчас Ирбис 1,5 грамма, то есть 1,5 на 28 в контейнере. Семерочка. Всегда стреляю семерочку, то есть перешел уже второй, наверное, третий сезон. Нет, второй сезон уже. Третий сезон стреляю, ну конкретно уже 2 сезона осенних я стреляю семеркой утку до конца сезона. Вот. Взяли мы с подхода одного крикыша с полем. Симочка, тебя посмотрите. Сима, что ешь? Видео. Ну, ждем вечерки. Надеюсь, будет какие-то налеты. Надеюсь, сниму, как в прошлые видосы были очень хорошие налеты, красивые выстрелы. Ворон постреляли. Ну, нету. Все. Ну, ждем вечерки. Также я еще маню лису этим же манком. То есть делаю имитацию раненого зайца. То есть утиный манок, он у меня 3 в 1, я его называю. Я не знаю, может
у кого-то как, но у меня отзывается, мы уже взяли лис хорошо, то есть по сезону. В том году я 2 лисы взял, то есть в моей компании. И друг уже, наверное, 6 или 7 взял, вот именно этим методом. Тоже очень просто. Зажимается губами вот так. Вон ворона, снимай ее. Снимай, снимай. Садится. Сейчас я ее сниму. Далековато, ну пусть. Снимай, снимай ее. Садится, садится. Меня Ну, боится. сидели бы в засидке, я думаю, она бы ближе на выстрел подлетела бы. Но она Хе-хе. кружит, интересуется. Ну, на меня показывает теперь дочь. Оператор ты мой, супер. Ну, заяц, вот как я и говорю, губами переминаем, то зажимаем вот так, И вот так. Манок 3 в одном, друзья. черненький. Пользуйтесь, стреляйте в ворон. Ворону, кстати, вот тоже вопрос, зачем Спасибо. стреляете, их же кушать нельзя. И иногда смотришь по профилю, да, у него там он вроде бы охотник с ружьем. Вот, это в социальных сетях, там ВКонтакте пишут, в Инстаграме тоже удивился. Ну, ворона, не тряси камеры, дочь. Ворона это первый вредитель, разносчик заразы, это раз. Выедает все гнезда, разоряет, это два. Выедает всех зайчат, это три. Выедает косулят, когда их много, да, стаями. Они просто загрызают в хламину. И 4, да, сказал. И пятое, ворона всегда охотится из-под кого-то. То есть из-под охотника, из-под дичь. Вот, доченька, ну ты у меня оператор супер. Ну на меня смотри, пожалуйста, потерпи немножечко. Вот. Охотится из-под человека. Например, как она охотится? Вот вы едете, корова идет. Ну, термин такой есть, из-под кого-то она охотится. Всегда. Например, коровы идут, пасутся, да, вороны рядом всегда трутся, да, эти. И вот корова прошла мимо гнезда какого-то, и птичка вылетела. Ворона это запалила, и она просто выедает это гнездо. Птенцы там, яички, неважно. Также на машине по полям едете. То же самое, на машине проехали, птичка взлетела, ворона увидела, съела. Все гнезда она выедает. То есть ворона, даже сейчас на сегодняшний день, по-моему, в некоторых регионах дает на грача даже путевку. Вот. У нас в путевке она вписана без ограничений. Я никогда ее, ворону, не пропускаю. Никогда. Это вот золотое мое правило. Если будет утка лететь или там гусь шикарный рядом с вороной, я стрельну ворону. Также есть неписанное правило по цаплям. Я, ну, не безгрешен, как бы тоже регулируем численность, но стараюсь этого не делать. Но говорят тоже, есть такое правило, подходишь к водоему с подхода, если взлетает утка и цапля, стреляешь в цаплю первую. Утку ты всегда добудешь. Цапля тоже, она по весне, я читал, не помню, какой-то журнал за, по-моему, 78 год. Охота и рыбалка, по-моему, был такой. Вот там момент такой описывается про цаплю, как у нее в мозгу, вот я не знаю, орнитологи, по-моему, если правильно, поправьте меня, кто за птицами, да, следит там. У них в мозгу какое-то переключение идет, и они весной, у них рацион меняется, и они начинают есть утят. То есть птицы, кто на болоте вылупляется, то есть размножается где, она именно там селится. Вот. Много таких вредителей, которых надо регулировать. Есть лунь болотная, ее тоже надо стрелять. Хотя говорят, что в некоторых регионах она в Красной книге, что ли, я вот это не могу понять. Вот. Ну вот как-то так, ребята. Если я не хочу государство затрагивать,
что это государство должно регулировать. Ну, раз ты стал охотником, я всегда говорю так, раз ты стал охотником, значит, на тебе есть ответственность тоже за это. То есть ответственность за то, что ты делаешь, за каждый твой выстрел. Поэтому, если ты регулируешь численность, то надо это делать как бы правильно, планомерно, да, изучать литературу, смотреть, что можно, что нельзя. И от этого будет и зависеть все. То есть ваш дальнейший успешный там охотничий опыт или жизненный путь, как я не знаю. Ну, как-то так. Я вот делаю так. Я ворону никогда не пропускаю. Лису я никогда не пропускаю. Если даже у меня путевки не будет. Извините меня. По собакам я молчу, по диким. Это вообще страшный зверь. Просто страшнейший зверь. Страшнее любого волка. Дикая собака. Вот. Ну, я все-таки думаю, надо читать, изучать литературу. Самое главное литература, а лучше почитайте литературу, найдите старые журналы, старые вот эти все описания людей, которые реально наблюдали за этим. Так что, друзья, поохотимся мы еще. Всех с полем, всех с праздниками, с открытием, как говорится. Всех метких выстрелов и твердой руки. Че ты боишься? Да, у меня рука. Сиди. Блин, косой. На меня прям. На меня шли. Ой, да ладно, сейчас наговоришь. Заколебала меня эта лунь уже. Он летает, видишь? Вот он. Там ему ногой. Ну это сова. Лунь болотная. Которая на уток охотится. Там что ли крякают? Вот. Блин. Вот он. Уже по темну летает утка, а? Тише, не шевелись. Не шевелись. Вот он. Вот он, вижу я его. Сейчас. Сел он. Чурок 2 раза мимо нас. Ну ладно. Вот такая вот охота, господа. В темноте. Вот на просвет смотришь. И что-то, возможно, что-то стрельнешь. Ну, то есть стреляешь, а на камеру-то не видно. Вот она, вот лунь летает. Сбить ее надо, блин. Надоело уже. Сима, кусани ее. А? Лунтик? Да. Это вообще паразит такой.
Вот тут утки. А зачем я стрельнул? Нет. Ты видела сколько? Вот. А, далеко. Черки были штук 10. Блин, вот дурень, а. Вообще дурень. Не надо было стрелять, шугать. Мне кажется, все больше не будет. Нет, те-то улетели. Я сейчас они круг, возможно, дадут. Они сюда прилетят, сядут. Вот, видишь, стреляет. Конечно, нормально тебе. Ну, свежий воздух, дочь. Видишь, блин, не надо было, над болотом летят. Камера включена, дочь? Да. И сюда, рядом. Это лунь летает. Достал меня это лунь. Вот еще одна прилетела. Вот она. Летает. Истребители. Стреляют, что ли? Да нафиг они нужны? Шугать выстрелом. А кто там махает руками? Не. Там вот на дереве, а он махал кто-то. Там, видишь дырочку вот эту вот? Ага. Там прям только что закрывалась. Ну, ветер, наверное. Ага. Он, наверное, лунь кто-то стрельнул. Вот, друзья, закончили охоту. У нас вот такая вот охота. Вот ее и снимать толком не снимешь. Летает утка. Ну, куда ее стрелять? Сейчас ее стрельнешь, потом ее ищи. Ну вот. Поэтому у нас всегда такие охоты. Вот. Ну, не знаю. Короче, всех с полем взяли уточку. Сейчас мы ее придем и приготовим, да, София? Ага, покушай. Пожарим ее с картошкой, запечем. Друзья, ну, всех снимаешь? Всех с полем. Еще раз. Все. Ну, надеюсь, как-то кому-то что-то будет такое видео полезно. Так что всем пока. Всех с полем.